Дорогие друзья, дамы и господа, «Я жена Асура» – это история о вечной паре, которая много жизней назад оказалась разлученной вследствие проклятия, в результате которого муж стал Асуром, а жена – уничтожителем Асуров. Это история о том, как через множество жизней жена пришла к своему вечному мужу, чтобы освободить его от наказания в адских мирах, чтобы он перестал быть Асуром, чтобы аннулировать проклятие, разлучившее их, и чтобы они могли воссоединиться и вместе вернуться в духовный мир, в свой изначальный дом. Для этого она составила шикарный план. И в этом 22-м эпизоде я начну рассказ, как началось все это благодаря некой телепатической связи на расстоянии между мужем и женой из этой вечной пары. История «Я жена Асура» проявилась сама собой в ходе некого странного взаимодействия у меня с каким-то мужчиной на расстоянии, которое я описала бы как незримое подключение одного человека к другому на расстоянии, на каком-то мысленном энергетическом плане, причем без ведома и осознанного согласия на это того, кому идет это подключение. Это как удаленное управление компьютером. Это как хакерское вмешательство в вашу систему. Собственно говоря, в вас самих. Кого-то, кто находится далеко от вас, и про чье вмешательство в вашу жизнь, и даже про чье существование вы даже не догадываетесь. Это хакерское вмешательство, прямо говоря, в вас самих происходит удаленно, скрытно, не афишируется и без запредельной внимательности к мелким, незначительным с виду и как бы ничего не значащим деталям и изменениям в вашей жизни никак не может быть отслежено. Это можно было бы назвать телепатией, но это нечто другое. Это один живой, живущий среди нас человек подключается к другому, живущему человеку на расстоянии, сквозь пространство, на неком мысленном энергетическом плане, как в неком запредельном, неизвестном нам эфирном мысленном интернете. И этот подключившийся хакер может видеть все глазами того, к кому он подключился, слышать его ушами, видеть его мысли и даже влиять на него, на его желания и его решения на расстоянии, никак при этом не обнаруживая своего существования, своего подключения и своего воздействия на подключенного человека. Вот такое незримое подключение какого-то мужчины ко мне на расстоянии случилось со мной. Каким-то чудом мне удалось отследить признаки этого незримого подключения ко мне и понять, что это такое. В процессе этого незримого подключения ко мне на расстоянии сама собой проявилась история разлученной вечной пары. Это совершенно запредельная история, в которой было открыто, как в далеких прошлых жизнях некая вечная пара была разлучена вследствие проклятия, в результате которого муж стал Асуром, а жена – уничтожителем Асуров. И более того, там было открыто, что это моя история, история моего существования в материальном мире. И что мужчина, который подключился ко мне как хакер на расстоянии, мой вечный муж, с которым я не была неисчислимое количество воплощений после того, как мы с ним получили проклятие и оказались разлучены. Это совершенно запредельно. И я, смотря на все это рациональным взглядом обычного человека, думаю, как вообще такое придумалось у меня. Как такое вообще возникло? Как мне пришла в голову мысль о каком-то подключении ко мне на расстоянии? И как это у меня стала складываться какая-то история с каких-то прошлых жизней, какой-то там вечной пары? И неужто все это может иметь прямое отношение ко мне? Это из области фантастики. Неужто такое вообще возможно? И тем более со мной. И поэтому с рациональной, прагматичной, обычной житейской точки зрения я не могу заявлять, что это незримое подключение ко мне на расстоянии на самом деле было. Так как даже если оно и было, то ведь не в физической плоскости и не в, так сказать, обычной жизни. Взаимодействие шло посредством некого энергетического канала, в неком энергетическом пространственном как бы интернете. И логичным, напрашивающимся заключением из всего этого является вывод, что все это просто придумалось мне. Но в то же время я и не могу со стопроцентной уверенностью заявлять, что ничего этого не было и не могло быть, так как по прошествии времени, так сказать, с высоты времен, мне видна целесообразность тех действий, которые были совершены при этом незримом взаимодействии на расстоянии, и логичность, обоснованность и связность событий, которые сопутствовали всему этому. Там все логично, разумно, стройно, резонно, убедительно, объясняемо и понятно. Там каждый фрагмент имеет свое место, все детальки пазла стоят каждый на своей клетке, и выстроилась стройная, логичная и законченная картина. И поэтому я не могу сказать, что все это бредни или хотя бы полет фантазии. Тем более, что получилась история вечной пары, на придумывание которой моих мозгов точно не хватило бы.
И поэтому, чтобы как-то примирить в своем сознании свой скептицизм насчет всего этого с убедительной доказательной базой получившейся картины, я говорю, что это просто волшебная, мистическая история, в которой я просто-напросто играю вечную жену, у которой есть вечный муж. И мы с ним вечная пара, оказавшаяся разлученной в результате проклятия, из-за которого мой вечный муж стал асуром, а я уничтожителем асуров. Я просто вживаюсь в роль и играю в самопроявленные сказки жизни. И в этой сказке я, будучи вечной женой из разлученной вечной пары, задолго до своего рождения в этом моем теле, еще до этого моего воплощения, составила план по воссоединению со своим вечным мужем. Для того, чтобы с него снялось наказание и мадутами в адских мирах, которые он заслужил, будучи асуром в ассурическом межзвездном десанте, а также для того, чтобы он перестал быть асуром, для того, чтобы он получил шанс воссоединиться со мной и вернуться вместе со мной в духовный мир. И следующие эпизоды моего романа «Я жена Асура» будут посвящены раскрытию пунктов этого плана. Плана, который закрыл бы страницы с нашим проклятием и разлукой и сделал бы совершенно невозможной нашу отделенность друг от друга. На этом 22-й эпизод моего мистического романа-ремейка «Я жена Асура» закончен. На сегодня все. С вами была Светлана Винодавани. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие эпизоды моего волшебного мистического романа-ремейка «Я жена Асура». Ставьте лайки, пишите комменты, делитесь с другими этим видео. Всего доброго. До новых встреч.